Привет! Ты на канале Супер Арбалет. И сегодня долгожданная вторая часть про таргет-панику. Мы говорили ранее, таргет-паника – это просто единый термин для всех явлений психологического характера, мешающих сделать хороший выстрел. Чтобы победить таргет-панику, придется отбросить все, что вы знали про стрельбу, и восстановить правильный выстрел шаг за шагом. Примите тот факт, что у вас не получится решить вашу проблему за 1-2 тренировки. Если вы отмотаете в памяти немного назад, то вспомните, когда это у вас началось, скорее всего, это были какие-то крупные или очень значимые лично для вас соревнования, где был важен результат. И в этом основная причина. Чтобы победить таргет-панику, вам нужно поставить на первое место не результат, а качественный выстрел. Нужно вернуть его на тренировки, отработать, а затем стараться выполнять его на соревнованиях. Теперь несколько конкретных рекомендаций. Начнем с интуитивщиков, стрелков, не использующих какие-либо ориентиры для прицеливания. Так как причина в неуверенности, которая рождает страх промахнуться, то первое, что я рекомендую сделать, это сразу же сократить дистанцию, на которую вы стреляете. Неуверенно себя чувствуете на 18 метров? Подойдите на 10. Все еще неуверенно себя чувствуете? Подойдите ближе. Начните с 3 метров. Верните себе уверенное исполнение вашего выстрела. Иногда помогает способ стрельбы вслепую. Когда мы становимся близко к щиту, закрываем глаза, растягиваем лук и стреляем. В отсутствии зрительной информации все ощущения более яркие, и их легче контролировать. Это хороший способ. Но есть люди, которым он не помогает. Стоит им открыть глаза и увидеть перед собой мишень, и они снова не могут сделать хороший выстрел, который получался у них только что. Что делать в этом случае? Повесьте себе на ближнюю дистанцию большую мишень. Повесьте себе на 3 метра 122 сантиметра мишень. Там будет вот такого размера желтая, в которой вы будете гарантированно попадать. Это простая задача, и это позволит вам уверенно стрелять. Для тех, кто беспокоится, что по этому поводу скажут окружающие, есть специальное видео на моем канале «Чужое мнение». Ссылка в описании. Стреляя в большую мишень, постепенно начинайте концентрировать внимание на ее середине. Старайтесь увеличить количество попаданий не просто в желтое, а в область десятки. Начали уверенно ее поражать, уменьшайте размер мишени. Дойдя до 40-ки, постепенно начинайте увеличивать дистанцию. Снова чувствуете себя неуверенно, снова возвращаете большую мишень. Итак, шаг за шагом, увеличивая дистанцию и уменьшая размер мишени, вы дойдете до нужных вам величин. Теперь для стрелков, использующих прицел или какие-либо способы прицеливания. Здесь причина, вызывающая таргет-панику, связана в основном с излишней концентрацией внимания на мушке. Люди стараются поместить ее в самый центр мишени и удерживать там стабильно и неподвижно. Из-за этого они перестают видеть отчетливо мишень, теряют концентрацию и контроль над своими действиями. Когда все внимание на мушке, любые ее малейшие колебания относительно мишени кажутся очень большими. Чем больше дистанция и чем меньше мишень, тем более критичными они выглядят. Мушка хаотично мечется из стороны в сторону и никак не удается прицелиться. И тогда люди стреляют раньше времени, еще толком не растянув лук, стараясь успеть в тот момент, когда мушка проходит центр. Либо наоборот, очень долго стоят, выцеливая, и в конечном итоге перестаивают. Или наоборот, мушка не мечется, а застревает в каком-либо положении и никак не удается сдвинуть ее с места. Она словно приклеенная. Кажется, что лук застыл, и никакие усилия не помогают. Но это не лук застыл, а стрелок. Подсознательно. Потому что стоит шевельнуться, и мушка тоже приходит в движение. Поэтому наш мозг блокирует все наши команды. И начинается либо забрасывание, отчаянный рывок в последний момент в попытке все исправить, или стрельба с проносом, когда стрелок либо роняет, либо наоборот вскидывает лук, в зависимости от того, сверху, снизу, справа или слева застыла мушка. Чтобы с этим справиться, нужно переключить внимание с мушки на мишень, вернуть себе контроль за своими действиями. Если у нас есть прицел, снимаем его. Становимся близко к щиту, вешаем себе большую мишень, концентрируемся в середине и просто делаем несколько серий. Следим за качеством исполнения выстрелов. Поначалу вы будете чувствовать себя неуютно. Нужно сделать такое количество серий, пока это ощущение не уйдет, чтобы вы могли просто спокойно стрелять. Удивительно, но как только вы успокоитесь, ваши стрелы начнут собираться очень кучно. Если у нас традиционный лук,
выполняем все то же самое. Концентрируем наше внимание в точке прицеливания, а наш наконечник, метка или маркер отходят на второй план. Мы не смотрим на их положение. Все наше внимание в точке прицеливания и на наших действиях. Отработав этот выстрел, возвращаем прицел. Но, если у нас классический лук, ставим открытую, просто круглую мушку без пина. Если у нас блочный лук, вынимаем линзу или снимаем пин, особенно если он у вас подсвечивается, потому что он очень много на себя берет внимания. И просто продолжаем стрелять дальше, концентрируя свое внимание в центре мишени. Круглая мушка, круглая мишень, даже без пина вы без проблем соотнесете одно с другим. Далее уменьшаем мишень, возвращаем дистанцию, можно даже вернуть пин обратно, если вам так удобнее. Если вы все делали правильно, он уже не будет на себя брать столько внимания, а все те колебания, которые мешали вам стрелять, они станут меньше и более центрированными. Рассмотрим еще два случая таргет-паники. Реакция на кликер и реакция на выстрел. В первом случае выстрел происходит самопроизвольно, сразу же после щелчка кликера. Или наоборот, кликер еще не щелкнул, а тетива уже сорвалась. Причина здесь в ожидании щелчка. Вы не концентрируете свое внимание на ваших действиях, а просто ждете сигнала. В этот момент вы не контролируете ни прикладку, ни тягу, даже мушка может быть где угодно. Ваш мозг оставляет все это без внимания, просто пытаясь угадать момент щелчка. Чтобы с этим справиться, нужно некоторое время пострелять без кликера. На ближнюю дистанцию, на дальнюю дистанцию, без мишени, с мишенью, с большой мишенью. Делайте как вам удобно. Главное вспомнить, что стрелять нужно не по сигналу, а в тот момент, когда вы готовы к выстрелу. Когда вы правильно растянулись, приложились, прицелились, возвращаем кликер и начинаем стрелять с задержкой. Для начала делаем протяжки, без выстрела, но с контролем прицеливания, прикладки и тяги. Внимательно следим за тем, чтобы не было никакой реакции в момент щелчка кликера. Чтобы не было никаких вздрагиваний, никаких складываний. Продолжаем делать это упражнение, пока они полностью не уйдут. Мы не делаем выстрелов, поэтому кликер перестает быть сигналом, а становится всего лишь информацией. Мы тянем и продолжаем тянуть после щелчка еще пару секунд. Как только протяжки начнут получаться без какой-либо реакции, начинаем чередовать их с выстрелами. 1-2 протяжки – выстрел. Но делаем его не сразу по щелчку, а начинаем считать. Щелчок. 1, 2, 3, выстрел. Тяга постоянная. Контролируем прицеливание и воспринимаем щелчок кликера как сигнал для начала отсчета. Начало уверенно получаться, делаем такие выстрелы без протяжек. Постепенно сокращаем счет и начинаем делать нормальные выстрелы. Главное помнить, кликер – это всего лишь дополнительная информация, а не сигнал к выстрелу. Поэтому тянем, прицеливаемся, кликер щелкнул. Если готовы, делаем выстрел. Если не готовы, протягиваем дальше и откладываемся. Ну и напоследок, реакция на выстрел. Что это? Дело в том, что в момент выстрела высвобождается колоссальное количество энергии. Это реально страшно. Это неприятное чувство, и наш мозг хочет нам помочь. Он старается предугадать момент и заранее нас к этому подготовить. Очень мило с его стороны, конечно, но, к сожалению, в этом случае реакция на выстрел опережает сам выстрел. Для борьбы с преждевременной реакцией нужно максимально исключить участие стрелка из процесса выстрела. Сделать выстрел непредсказуемым, неожиданным. Тогда, даже если реакции на выстрел не избежать, она случится уже после выстрела. Какова бы ни была скорость вашей реакции, выстрел происходит быстрее. С блочным луком проще всего. Мы просто настраиваем релиз потуже, чтобы он срабатывал от очень большого усилия. Или берем поворотный. Мы тянем, 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 сосредотачивая свое внимание на тяге и на прицеливании. В какой-то момент лук выстрелит, но мы не будем знать в какой, и поэтому не успеем ничего испортить. С классическим и традиционным луком немного сложнее. Здесь для выпуска так или иначе приходится расслаблять пальцы. Поэтому выпуск придется отработать отдельно. Начинаем на очень короткую дистанцию и с очень небольшого растяга. Мы становимся прямо перед щитом, растягиваем перед собой, смотрим на нашу руку, слегка расслабляем пальцы, продолжая при этом тянуть. Мы не концентрируем наше внимание на пальцах, на том, как они расслабляются, на том, как они открываются. Мы концентрируем наше внимание на локте тянущей руки, на то, чтобы движение не прекращалось.
Соскользнули, соскользнули, соскользнули. Постепенно мы увеличиваем длину растяга и поднимаемся все ближе-ближе. И в конце концов делаем это движение из своей прикладки. Добавляем прицеливание, которое тоже изрядно займет ваше внимание. И в какой-то момент вы перестанете понимать, каким именно образом происходит открытие ваших пальцев. Выстрел будет происходить сам по себе. А на сегодня это все. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь, ставьте палец, стреляйте метко и до новых встреч. Пока!